Господа, всем привет! Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре набор ARGB вентиляторов TechWare Arc Spectrum F1 Starter Kit. Их стоимость на данный момент на рынке Украины составляет $32. И для меня необычно в этом комплекте то, что здесь 4 вентилятора, а не 3, как это обычно бывает в других комплектах за эту стоимость. В общем, давайте смотреть. Упаковка не пестрит супер яркими красками, но главная техническая информация на ней присутствует. Заглянем, что внутри. Друзья, у моего хорошего знакомого Михаила есть канал под названием Про Электро. И если вам интересна тема про электроавтомобили и все, что с ними связано, а также переплетается, то рекомендую на него подписаться. Видео выходят регулярно, хотя там и так уже огромное количество интересных качественных видосов. Сам смотрю и вам рекомендую. Ссылочка будет в описании под этим видео. Итак, в комплекте находим 4 120 мм вентилятора, 16 крепежных винтов, контроллер, беспроводной пульт, кабель для подачи питания на контроллер с разъемом Molex длиной 30 см, а также кабель для синхронизации и управления подсветкой с помощью материнки, его длина 70 см. Для работы подсветки материнская плата должна поддерживать колодку плюс 5 вольт. Вертушки фирменные, выполнены на гидравлическом подшипнике. Они обладают 7 лопастями, сделанными из полупрозрачного пластика. 12 светодиодов подсветки встроены в статор по центру. Максимальная скорость вращения 1100 оборотов в минуту. По краям приклеены мягкие виброгасы, но будут ли они выполнять свою функцию, будет зависеть от конкретного посадочного места в корпусе, так как крепежные винты вкручиваются непосредственно в пластиковую рамку вентилятора. Подключение шестипиновое, так что при покупке дополнительных вентиляторов к данному набору стоит это учитывать. Кабель плоский, длина 60 см. Подробные характеристики перед вами. Контроллер Arc Spectrum позволяет подключить одновременно до 10 вентиляторов, причем последовательность подключения не важна. Также есть пара разъемов для фирменных светодиодных лент. Питание на контроллер подается через комплектный кабель вот сюда. Справа разъем для синхронизации подсветки с материнской платой. А слева в разъем с надписью LED Switch можно подключить кнопку перезагрузки от корпуса и с помощью нее менять режимы подсветки, которых здесь огромное количество. Для крепления контроллера в корпусе можно использовать двухсторонний скотч, который уже есть на его нижней части. Пульт ДУ небольшой. В комплекте поставляется батарейка CR2025. По кнопкам есть возможность регулировки яркости и скорости подсветки, автоматической и ручной смены режимов. А также можно выбрать статический режим свечения, соответствующий цвету кнопок на пульте. Присутствует кнопка переключения контроллера в режим синхронизации с материнской платой и кнопка включения-отключения подсветки. По нажатию на кнопку Fan можно выбрать между двумя скоростными режимами вращения вентиляторов, то есть минимальным и максимальным. Остановить вентиляторы нельзя. И еще нюанс, после включения ПК вентиляторы всегда начинают работать на максимальной скорости, а режим подсветки запоминается и остается тем, который был последним включенным. На максимальных оборотах вентиляторы достаточно шумные. А на минимальных у них есть проблемка. Вот кусочек с увеличенной громкостью, чтобы можно было оценить ее масштабы. И слышно, что у вентилятора проявляется какой-то паразитный негромкий треск. И лично меня это напрягает, так как трещат все 4 вентилятора. Почитал отзывы в сети, и как оказывается, такой эффект присутствует не только у моего комплекта. На максимальных оборотах этот эффект не проявляется. Ну а пока вы смотрите на некоторые режимы подсветки этого бюджетного набора, хочу поделиться своими впечатлениями по данному комплекту. Смотрится, к примеру, в корпусе Deepcool CL500 данные вентили отлично. Они яркие, режимов подсветки огромное количество, их просто замучаешься клацать. Но главным минусом лично для себя отмечу тот самый треск на минимальных оборотах, из-за которого по сути кнопка Fan на пульте не нужна, так как использовать их все равно приходится на максималках, а это не всегда удобно. Все-таки они достаточно шумные, и поэтому рекомендовать к покупке вам данный комплект я не буду. На этом у меня все, не забывайте делиться своим мнением в комментариях, а также оформить подписку на канал, если еще не подписаны. Желаю всем добра, удачи, здоровья, хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, увидимся в новом видео, покедова!